напишем равно, то значит то, что у нас слева, должно в точности равняться тому, что у нас справа. Как еще? Ну ладно. В другую сторону. F равняется альфа g, где альфа стремится к единице, когда x стремится к x0. Да? Ну давайте этот x запишем. Альфа x g от x. Прибавлю g от x и вычту g от x. Вот это я имею право делать. От этого ничего не изменится. Теперь сгруппирую. Одно g от x оставлю, а второе представлю в виде альфа от x минус 1 g от x. Да? Вот что это такое? К чему стремится? Это стремится к нулю, когда x стремится к x0. Значит, все это чем является? О малым от g, когда x стремится к x0. Вот то, что мы хотели доказать. Выпросили доказательство. Вот. Ну, эквивалентность функции в точке активно используется при решении примеров, когда мы заменяем какие-то сложные функции более простыми, им эквивалентными. Да? Им эквивалентными. Можешь не ставить вашу часть? А? Ну, можно. И мы это можем делать на основе теоремы. Мы много раз уже использовали, но ни разу не формулировали. Давайте я коротко сформулирую. Значит, если f эквивалентна какой-то функции f с волной, когда x стремится к x0, если еще есть функция g какая-то, и если существует один из пределов f, g или f с волной g, естественно, когда x стремится к x0, значит, если существует один из таких пределов, то существует и другой, и они равны. Если вот для определенности предположить, что вот этот существует, да, то тогда я могу утверждать, что тогда существует и предел f, когда x стремится к x0, и он равен пределу f с волной g, когда x стремится к x0. То есть фактически мы можем при вычислении пределов заменять в произведении, еще раз повторяю, в сумме нельзя, в произведении заменять функцию на эквивалентную ей в этой точке функцию. Лишь бы, конечно, в этом случае мы предел смогли найти. Если ни одного предела нет, то, конечно, это бессмысленно такое делать. Вот, ну и как это доказать? Значит, предположим, опять же, вот это уже речь где-то тогда, вот тут я теперь могу написать, что просто существует предел f с волной, да? Тогда существует и предел f просто. Вот давайте мы как раз в этом варианте и докажем. Предположим, что такой предел существует. Нас интересует вот такой предел. А по условию f эквивалентно f с волной, то есть f представимо в виде альфа f с волной, причем альфа стремится к единице, когда x стремится к x0. Вот начинаю я с того предела, который я хочу найти. И просто заменяю f на вот это выражение. Альфа f с волной
уже x стремится к x0. Смотрите, вот я могу это рассмотреть как предел произведения. Я знаю, что предел этого сомножителя существует по условию. Предел альфа тоже существует. Предел произведения, если существуют пределы сомножителя, как раз равен произведению этих пределов. Значит, равняется предел альфа, когда x стремится к x0 от x, умножить на предел f с волной g, когда x стремится к x0. Но это равняется единице. И вот мы как раз доказали, что хотели. Что предел fg равняется пределу f с волной g. Примеры я даже не буду приводить, вы можете сами их придумать в большом количестве. Так. Например, синус x квадрат поделить на 2x квадрат, да, в нуле. В нуле. Мы знаем, что синус x квадрат ведет себя как x квадрат. В нуле. Значит, если я рассматриваю предел, x стремится к нулю, то я могу вместо этого записать предел просто x квадрат поделить на 2x квадрат. Ну, это, понятно, будет 1/2. Ну вот, на этом мы закончили рассмотрение различных вариантов в символике. Закончили мы раздел непрерывные функции, наконец. И теперь следующий раздел большой – это дифференцируемые. Дифференцируемые функции. Коротко, очень вольно описать, что такое дифференцируемая функция в точке, то можно сказать так. Это функция, которая в окрестности этой точки ведет себя очень похоже на линейную. Вот что такое дифференцируемая. Если рассмотреть эту функцию на большом каком-то промежутке, она, конечно, совершенно не будет похожа на линейную. Но если взять очень маленькую окрестность той точки, в которой функция дифференцируема, и эту окрестность все больше и больше уменьшать, так, под микроскопом этот график рассматривать, то любая дифференцируемая функция будет выглядеть в малой окрестности этой точки как отрезок прямой. Очень близко к какому-то отрезку прямой. Вот. Парабола, да? Ну, понятно, что всю ее целиком нельзя сказать, что это прямая. Но если я возьму маленький кусочек, то это уже будет, в общем-то, похоже на прямую, да? Если я возьму еще меньший кусочек и увеличу его, будет еще больше похоже на прямую. Так? Взяв любую точку и очень маленькую окрестность, я смогу, приблизив этот участок графика, увидеть, что примерно это прямая. То есть я могу в маленькой окрестности заменить нашу функцию с большой точностью, и точность будет тем выше, чем меньше окрестность, на какую-то прямую. Собственно говоря, похожими свойствами обладают уже непрерывные функции. Если функция f непрерывна в точке x0, как я могу ее представить в окрестности x0?
Я могу написать так. f от x это есть f от x0 плюс o малое от единички. Согласны? Ну, естественно, когда x стремится к x0. f от x0 плюс что-то бесконечно малое. Потому что когда мы x устремим к x0, мы должны в пределе получить предел f от x должен оказаться равным f от x0. Это тоже, видите, в каком-то смысле приближение. Мы заменяем функцию константой. Но это очень грубое приближение, потому что как себя ведет эта добавочка, мы не знаем. Она может не так уж быстро стремиться к нулю и так далее. А вот в виде линейной функции f от x представить в виде a x плюс b, грубо говоря, да, плюс o малое от x, точнее даже не от x, это я так пишу, это, в общем-то, не строгое определение, хотя уже, в общем-то, похоже на строгое достаточно. Вот сказать, что эта функция будет такой же функцией плюс что-то, что стремится к нулю даже быстрее, чем линейная. Да? Вот. Ну, тут можно было написать x минус x0, но это ничего не изменит. То есть это означает, что если я буду брать x все ближе и ближе к x0, то эта величина будет все меньше и меньше. Ну, может быть, ладно, пусть так останется. Это означает, что в некоторой окрестности x0 я могу вместо функцию f от x с некоторой погрешностью взять вот эту линейную функцию. Это более информативная ситуация, да? Потому что если у меня линейная функция, то я знаю и какой будет наклон у графика. Да? Вот тут, например, как выглядит график, я не знаю. Знаю только, каково значение функции в точке. А тут я могу определить и каково значение функции в точке, и как еще график наклонен. Это уже достаточно богатая информация о свойствах этой функции. Если так дальше пойти, то можно задаться вопросом, а можно ли, скажем, функцию приблизить в окрестности точки каким-то квадратным трехчленом, да? То есть вот трехчлен плюс что-то, что убывает быстрее, чем x минус x0 в квадрате. Это будет еще лучшая аппроксимация, да? Но для того, чтобы это можно было сделать, надо, чтобы функция обладала еще лучшими свойствами, чем дифференцируемость. Вот. Ну вот мы сейчас как раз займемся вопросами, связанными с представлениями в виде линейной функции. Это в точности дифференцируем. Ну вот и давайте после всех таких предварительных соображений дадим определение. Определение дифференцируемой функции. Значит, пусть функция f действует из e в f. Вот теперь x0 принадлежит e обязательно. И кроме того, x0 предельная точка e. Говорят, что функция f дифференцируема в точке x0, если данная функция в окрестности этой точки представима в таком виде. f от x равняется f от x0 плюс a x минус x0 плюс o малое от x минус x0. Причем o малое подразумевается, когда x стремится к x0. Вот если справедливо такое представление, то значит функция f дифференцируема в точке x0.
она представима в виде линейной функции по x плюс что-то, что убывает быстрее, чем линейная функция. Напоминаю, что это есть альфа от x, умноженное на x минус x0. Строго говоря, конечно, альфа от x еще и от x нулевого зависит. Правильно же? То есть, если мы возьмем другое x нулевое, альфа будет другое. Ну, это понятно. Не буду я эти обозначения усложнять. Причем альфа от x стремится к нулю, когда x стремится к x0. А это тоже стремится к нулю, видите? Значит, вот это произведение будет еще быстрее стремиться к нулю, чем вот это. Оно имеет более высокий порядок малости. Является бесконечно малой величиной более высокого порядка, чем это. Вот. Можно по-другому поступить. Можно вместо x взять вот такое выражение. x0 плюс h. Какая-то добавочка. Считаю, что h это какая-то маленькая добавка. Да? И тогда то, что я написал, можно переписать в таком виде. f от x плюс h можно представить в виде только x0. Да? Можно представить в виде f от x0 плюс a на h плюс o малое от h. Ну, естественно, когда h стремится к нулю. То есть в окрестности точки x0 наша функция ведет себя так. Это, естественно, значение в этой точке, плюс линейная добавочка и плюс что-то, что убывает быстрее, чем линейная добавка. То есть, если я возьму очень маленькое h, то эта величина будет гораздо меньше, чем это, ее можно отбросить. То есть, это вот какое-то хорошее приближение нашей функции. В принципе, это тоже можно отбросить, потому что тоже будет маленькая величина. Но это будет не такое хорошее приближение. Вот эту разность f от x0 плюс h минус f от x0 можно назвать превращением функции точки x0. Дельта x0 в точке f. А вот эту разность h, которая есть x минус x0, можно назвать превращением аргумента в точке x0. Превращение аргумента. Тогда это соотношение можно записать так. Превращение функции в точке x0 есть а умноженное на превращение аргумента плюс о малое от превращения аргумента. То есть, если нас интересует, как меняются значения функции в этой окрестности, что будет, если мы f от x отнимем от x0, то для дифференцируемых функций можно утверждать, что это будет просто умноженный на некий коэффициент превращения аргумента, линейная функция, плюс что-то малое. Еще более малое, чем вот это. Ну и опять же, когда дельта x стремится к нулю. x0 я пишу, чтобы подчеркнуть, что это не абы какое превращение, а именно превращение относительно точки x0. Мы берем x минус x0. Вот. В школе у вас дифференцированные функции были? Да, нет. Как они определяют? Через превращение. Вот так вот, да? Ну, не так. Превращение функции к превращению аргумента. Но это же не дифференцируемая функция была. Это что было? Как это было? Это называлось производная, да? Вот. Так вот, тут производная уже была? Фигурировала? Вот она, родимая. А это как раз и есть производная. Значит, мы это оформим в виде теоремы. Ну, точнее, давайте определение, а потом уже сформулируем теорему. Значит, мы дали определение дифференцируемой функции, а теперь дадим определение производной. Производной функции в точке x0
называется предел вида f от x0 плюс h минус f от x0 поделить на h, когда h стремится к нулю. Ну, разумеется, если этот предел существует. Если этот предел существует, то он называется производной функцией f в точке x0. И обозначается f' в точке x0. Иногда еще пишут так, f' от x, когда x равняется x0. Производная функция, взятая в точке x0. Ну и вот оказывается, что производная функции в точке существует тогда и только тогда, когда функция дифференцируема в этой точке. И в этом случае эта производная как раз является вот тем коэффициентом а, который мы указываем в определении дифференцирования. Это теорема. Значит, производная функции существует тогда и только тогда, когда функция дифференцируема в точке. И эта производная равна коэффициенту а в определении дифференцирования. Можете это звездочкой обозначить. Или вот это. Это даже более нам подойдет. Можно еще раз повторить? Производная функции в точке x0 существует тогда и только тогда, когда функция дифференцирована в этой точке, и при этом она равна коэффициенту а из определения дифференцированности. То есть свойство функции быть дифференцируемой и обладать производной — это эквивалентное свойство, равносильно. Для функции одной переменной, кстати. Когда мы будем изучать функции многих переменных, там тоже будет аналог производных, но там уже будет более хитрая ситуация. Так, ну докажем это. Так, предположим, что существует производная. Ну и обозначу я ее буквой А. Существует вот такой предел. Как я могу это еще переписать? Это означает, что f от x0 плюс h минус f от x0 посмотрите, я могу здесь просто написать, давайте я еще один шаг сделаю, значит, поделю на h и напишу, что это равняется а плюс альфа от h. Если предел существует, это означает, что такое равенство выполняется, причем альфа от h стремится к нулю, когда h стремится к нулю. Правильно? А вот после этого я давайте обе части равенства умножу на h. Получаем f от x0 плюс h минус f от x0 равняется ah плюс альфа h умножить на h. А откуда мы взяли это AH? Если предел, ну ладно, откуда же мы его взяли, действительно? Вы же говорили, что... Ну напишу можно так, так ладно, сказать. ладно. Мы взяли его вот откуда. Могу я такое выражение записать? Могу? Могу. Согласитесь, что если я
вместо альфа от x, от h, конечно, вместо альфа от h поставлю вот это выражение, то будет тождество. Правильно? Ну, видно это или нет? Что можно про альфа сказать, если предел этого равняется а? Стремится к нулю. Ну вот это как раз то, что я хотел сделать. Так что я могу записать вот эту дробь в таком виде. Представить ее в таком виде. Если это равенство умножено на h, то тоже ничего с ним не испортится. Да? Теперь, учитывая, что а от h стремится к нулю, это есть o малое от h. Ну а теперь посмотрите на вот это соотношение. Чем оно отличается от того, что я написал? Ничем. Разве что f от x0 находится в другой части соотношения. Значит, я начал откуда? Я начал из того, что существует производные. И начал преобразовывать вот такое выражение. Преобразовывал и получил вот это выражение. А это как раз определение дифференцированности. А это как раз и есть производная. В обратную сторону как доказать? Идти в обратном порядке, да? Записать определение дифференцированности. Вспомнить, что такое у малое. Вспомнили, да? Теперь обе части равенства поделить на h. Вот. А теперь еще вдобавок вспомнить, что альфа от h стремится к нулю. Перейти к пределу при h, стремящемся к нулю. Тогда мы справа получим а, то это будет стремиться к нулю. Раз справа предел существует, то он обязан существовать и слева, если это равенство, да, для любого. Значит, мы доказали, что существует предел отношения превращения функции к превращению аргумента. И он в точности равняется а. То есть, идя отсюда сюда, мы из дифференцируемости получили существование производной. И доказали, что производная это в точности вот коэффициент при h. Да. А вот когда мы идем в обратную сторону, мы на h можем делить почему всегда? Потому что мы никогда не выбираем h равным нулю. Мы только приближаемся неограниченно. Когда мы пишем h стремится к нулю, что это значит? Значит, мы неограниченно к ним приближаемся, но никогда в саму эту точку не попадаем. Да? Всегда, когда мы находим предел функции в точке, мы берем аргумент близко к предельной точке, но не в самой точке. В самой точке нельзя. В самой точке будет 0 на 0, правильно? Что неопределенность. Ну вот. Значит, мы ввели понятие дифференцируемости функции в точке, ввели понятие производной и увидели, что эти понятия равносильны. Существование производной равносильно дифференцируемости функции в точке. Если функция дифференцируема, то она является непрерывной. Это тоже теорема, очень простая, но надо ее отметить и главное не путаться. Дифференцируемость более сильное свойство, чем непрерывность. Любая дифференцируемая функция непрерывна. Непрерывная функция может не быть дифференцируемой. Значит, доказать, что функция дифференцируемая является непрерывной очень легко. Ну вот, определение дифференцируемой функции, один из вариантов, вот такой, да? Что будет, если я в этом равенстве перейду к пределу, когда x стремится к x? Вот просто возьму и перейду к пределу, да? Вспомним, что это у малое есть не что иное, как альфа от x, причем альфа от x стремится к нулю, когда x стремится к x. Ну вот, что произойдет с правой частью равенства, когда мы перейдем к пределу? Это константа. Значит, она как была от x0, так и останется от x0. Это что у нас?
константа, умноженная на x минус x0. Когда x стремится к x0, это стремится к нулю, а этому помешать не может, а ограничен. Это стремится к нулю. Когда x стремится к нулю, что будет происходить здесь? Здесь, смотрите, и это стремится к нулю, и это еще вдобавок стремится к нулю. Ну, понятно, что это слагаемое будет стремиться к нулю. И мы получаем, что вся правая часть благополучно стремится к f от x0. Значит, левая часть тоже стремится к f от x0. То есть я получил, что предел f от x, когда x стремится к x0, равняется f от x0. А это в точности определение непрерывности в точке x0. Значит, если функция дифференцируемая, то она обязательно будет непрерывна. Почему обратно неверно? Потому что вот можно привести пример функции, которая является непрерывной в точке, но не является дифференцируемой. Вот самый классический пример такой функции – это модуль x в нуле. Вот я говорил, да, что любая дифференцируемая функция в некоторой точке, если ее график в окрестности этой точки увеличивать, то он все больше и больше будет похож на прямую. Да? Если мы окрестность будем уменьшать, то график функции будет приближаться к прямой. А вот если мы рассмотрим график вот этой функции в нуле, то как бы мы его не увеличивали, да, как бы мы наш микроскоп не настраивали, всегда в любой, сколь угодно малой окрестности мы будем видеть этот вот излом, да, этот клюв. Никогда прямой у нас не получится. Ну, это означает, что в окрестности нуля эту функцию нельзя модуль, да? Нельзя его аппроксимировать прямой линией. Это две сходящиеся под прямым углом линии. Ну, это, конечно, такое объяснение на пальце. Давайте просто докажем, что в этой точке отсутствует производная. Мы знаем, что если производной нет, то функция дифференцируемая быть не может. Так. Рассмотрим для модуля вот такое выражение. Предел, когда x стремится к нулю, модуль x минус модуль нуля, правильно? Поделить на x. Это вот в точности записал определение производной для модуля в нуле. Ну, то есть, мы, конечно, можем написать. Существует такой предел или нет? Нет, конечно, не существует. Это очень легко доказать. Давайте мы рассмотрим предел слева. Рассмотрим предел, когда x стремится к нулю вот так, минус 0. Значит, отсюда. X всегда отрицательный. X всегда отрицательный. Если x отрицательный, то модуль чему равняется? Минус x. Значит, это равняется предел. X стремится минус 0. Минус x поделить на x. Это просто минус единица. Иксы сокращаются, и потом уже получается константа. Предел слева равняется минус единица. А если справа? Единица будет. Единица. Мы видим, что односторонние пределы существуют, но различные. Это означает, что обычного предела у такой функции в нуле нет. Значит, не существует такого предела. Просто не существует. А раз
производной нет, значит функция не дифференцируема. Значит, самое главное, что вы должны запомнить, то, что если функция дифференцируема, то она непрерывна, но обратная неверна. Почему я об этом 5 раз говорю? Потому что вот опыт показывает, да? Что-то вбиваете вы себе в голову, что тогда и только тогда говорите. Во-первых, это бессмысленно. Если бы она была непрерывна тогда и только тогда, когда дифференцируема, тогда не надо было бы эти два понятия вводить в отдельности. Да? Одно из них более сильное. Более сильная дифференцированность. Если вот нарисовать вот это множество всех функций, определенных в некоторой точке, да? Вот это все функции. Вот это множество всех непрерывных функций в этой точке. А вот это множество всех дифференцируемых функций в этой точке. Да? Все эти кружочки, они вложены друг в друга. Кружочек для дифференцируемых самый маленький. Вот. Иногда вместо штриха для производной используется вот такое обозначение. df от dx точки x0. Вот это обозначение ввел Лейбниц, а штрих ввел Ньютон. Они параллельно разрабатывали дифференциальное исчисление. Ньютон немножко лучше понимал, что он разрабатывает, Лейбниц немножко хуже. Вот. Но все-таки вот они оба считаются первоначальниками дифференциального исчисления. Есть еще понятие дифференциал. Вот. Но мы в этом семестре о дифференциале говорить не будем, чтобы окончательно вас не заморочить, потому что сейчас это понятие никакого такого дополнительного смысла не имеет для нас. У нас есть производные и все. А вот когда у нас будут функции многих перемен, вот тогда мы о дифференциале и поговорим. Вот там это уже будет к месту. Просто чтобы вы не удивлялись, встретив в учебнике слово дифференциал. Это некая тоже конструкция, которая строится на основе производной, но никакого дополнительного такого важного смысла для функции переменная, для. А что, все что ли, да? Ну, тогда, значит, все.